Всем привет! А именно моим халявщикам, которые смотрят видосы, но лайки не ставят, дорогим и бессменным хейтерам, которые ставят дизлайки и смотрят видео, самая, как говорится, верная публика. Ну и всем, кто случайно завалился, затерялся у меня на ютубе в моих видео, вам тоже пламенный привет. Тема сегодняшнего видео, как вы поняли из названия, топ-10 лучших истребителей 1985 года. Но прежде чем начнем, спонсор этого видео PvP сервер с историческими сражениями. Итак, погнали! 1980-е годы были последним десятилетием, когда воздушные бои происходили в больших масштабах. А истребители той эпохи представляли собой впечатляющие боеспособные машины. Достижения в области радиолокации, ракетной техники и технологий человека-машинного интерфейса привели к созданию чрезвычайно мощных машин, которыми было гораздо легче управлять и сражаться, чем их предшественниками. В 1960-х годах в прошлом вражеские самолеты могли безопасно прятаться в беспорядке наземных помех. Те, кто летал низко, могли скрываться от более ранних радаров. Но к середине 1980-х годов многие боевые самолеты имели возможность обнаружения и сбивания целей, способность для обнаружения и сбивания цели, движущейся ниже горизонта, что делает небо гораздо более опасным местом. Вот 10 самых мощных истребителей класса воздух-воздух 1985 года. Sea Harrier – самый странный самолет в этом списке. Его максимальная скорость была вдвое ниже, чем у других самолетов. Но он нес вдвое меньше ракет, а его радар имел вдвое меньшую дальность действия. Тем не менее, он зарекомендовал себя как превосходный самолет воздушного боя в Фолклендской войне 1982 года. Его преимущества заключались в высокой тяговооруженности, небольшом размере и отсутствием дыма. Но главными причинами его успеха были хорошо обученные пилоты и превосходная ракета с тепловым наведением АИМ-9Л, которую американцы предоставили британцам в последний момент. Особо благодаря англофилу, министру обороны США Касперу Вайнбергеру, Sea Harrier также мог действовать в погодных условиях, в которых любой другой самолет-носитель остался бы на палубе или под ней. Harrier был первым действующим истребителем с вертикальным взлетом и посадкой, за что и получил прозвище Jump Jet. Семейство самолетов Harrier стало пионером в использовании векторной тяги для резкого торможения и неожиданных маневров в воздушном бою, хотя в реальных воздушных боях она не применялась. Sea Harrier был модифицированным вариантом Харриера для использования на сравнительно небольших британских авианосцах. Только глупец мог недооценить доблестный Sea Harrier, небольшой истребитель, способный нести две мощные 30-мм пушки и 4 лучшие на тот момент ракеты класса воздух-воздух малой дальности. Sea Harrier сбил 20 аргентинских самолетов на Фолклендских островах, при этом сами британцы потерь в воздухе не понесли. Девятое место. Dassault Mirage F1. С возрождением Франции после Второй мировой войны возникла отрасль по производству реактивных истребителей мирового класса. Наиболее важным вкладом в этот ренессанс военного производства стала серия истребителей Mirage компании Dassault. Это были не только превосходные самолеты, но и успех на экспортном рынке, особенно для стран, которые не хотели или не могли покупать самолеты у Соединенных Штатов или Советского Союза. В F1 от культового треугольного крыла ранних моделей Миража отказались в пользу продуманного обычного стреловидного крыла, которое устраняло некоторые недостатки дельтовидного крыла.
Улучшения включали уменьшение требуемой длины взлетно-посадочной полосы, а также веса и сопротивления крыла. Французский Dassault Mirage F1 показал себя превосходным истребителем в Ирано-Иракской войне, уничтожив в воздушных боях 35 иранских самолетов. Один самолет в одиночку сбил дюжину. В ходе этой долгой и кровопролитной войны F1 также сбил несколько F-14, став первым типом самолета, сбивший могучий Tomcat. Находясь на вооружении ВВС ЮАР, он был оснащен нашлемной системой наведения. Ракета могла выстрелить туда, куда смотрел пилот, что экономило время в бою, и ракетой класса воздух-воздух малой дальности Кукри. Южноафриканские «Миражи» были одним из первых самолетов, использовавших нашлемную систему наведения, что делало их особенно неприятным противником в воздушном бою. Восьмое место. Saab GA-37 Viggen. Нейтральный статус Швеции во время Холодной войны позволил этой скандинавско-европейской стране создать целый ряд инновационных и высокоэффективных боевых самолетов. К ним относится Viggen, первый боевой истребитель с конфигурацией утка-дельта, треугольное крыло с хвостовыми управляющими поверхностями спереди. Viggen предназначался для использования вдали от крупных аэродромов в военное время и был разработан для коротких взлетов и посадок с разбросанных баз с небольшим непроходимым взлетно-посадочными полосами и даже с асфальтированных участков шоссе. За первоначальной версией бомбардировщика AG-37 последовала версия перехватчика GA-3, хотя шведский GA-37 не был самым лучшим самолетом с точки зрения скороподъемности и маневренности. В 1985 году он был одним из самых оснащенных истребителей в мире. В то время Viggen только что получил защищенное соединение для передачи данных, которое позволило обмениваться зашифрованной информацией. Это нововведение, опередившее на несколько лет разработки других стран, дало истребителям огромное преимущество в плане осведомленности об обстановке. Оборудование радиоэлектронной борьбы также было мирового класса. Ракета Skyflash, которой был вооружен GA-37, была, пожалуй, лучшей ракетой средней дальности в мире, а ее 30-миллиметровая пушка Coelicon была чрезвычайно мощной. Однако маневренность Виггена уступала новому поколению советских, американских и французских истребителей. Седьмое место. Dassault Breguet Mirage 2000C. Многие летавшие на нем люди описывали Mirage как идеальную машину, и он был абсолютно чистокровным самолетом. Быстрый, маневренный и простой в управлении. Это хорошо сбалансированный истребитель производит сильное впечатление. Система электродистанционного управления, которая сообщает пилоту желаемое направление и позволяет компьютеру решать, какие поверхности управления использовать для достижения результата, имела большинство наиболее серьезных недостатков, связанных с треугольным крылом, но они были устранены. В 1985 году Mirage был оснащен малозаметной многофункциональной радиолокационной станцией Thomson CSF RDM радар Doppler Multifunction, имевший лишь ограниченные пусковые возможности, и полуактивной радиолокационной управляемой ракетой Matra Super 530F. Пилот ВВС Индии описал мгновенную скорость поворота Mirage 2000 как лучшую в своем классе, и я не думал, что есть другой истребитель, который может даже приблизиться к нему. Проще говоря, это означает, что если я замечу противника, я могу быстро наклониться до нужного уровня, инициировать поворот и направиться к нему. В этом отношении Mirage 2000 является лучшим. Хотя Mirage был способным истребителем, его конструкция была далека от той впечатляющей машины, которой он стал позже. Шестое место. Истребитель-бомбардировщик F-16C Fighting Falcon.
компании General Dynamics. В то время как более ранние истребители, такие как F-4 Phantom II, были большими и громоздкими, американский истребитель F-16 Fighting Falcon компании General Dynamics был небольшим маневренным истребителем, предназначенным для визуального воздушного боя. И это потребовало огромной тяговооруженности, чтобы обеспечить самолету превосходное ускорение и маневренность, сохраняя при этом высокий уровень его энергии в воздушном бою. Благодаря большому, ничем не загороженному фонарю пилот испытывает наименьшее затруднение обзора по сравнению с любым другим истребителем. У F-16 не было дальнобойного оружия, способного поражать цели за пределами прямой видимости. До появления в середине 1984 года Блок 25, способного принять ракеты Sparrow. Однако в 1985 году это была еще незрелая модель, страдавшая от проблем с программным обеспечением. Тем не менее, F-16C был чрезвычайно маневренным самолетом большой дальности и грозным противником для любого истребителя в мире в ближнем бою. Как и F-15 и F-16 впервые использовались в ВВС Израилем, в 1981 году были сбиты сирийские Ми-8 и МиГ-21. В Ливанской войне 1982 года Израиль утверждает, что сбил 44 вражеских самолета с помощью F-16 без каких-либо потерь. Большинство уничтоженных самолетов сирийские МиГ-21 и МиГ-23. И F-16 был не просто специалистом по воздушным боям. В июне 1981 года 8 израильских истребителей F-16 разбомбили и уничтожили недостроенный ядерный реактор в Асираке, недалеко от Багдада в Ираке. Выполненное задание длилось 2 минуты, и самолеты ушли без потерь. На пятом месте Микоян МиГ-29 Fulcrum, он же точка опоры. В 1980-х годах Советский Союз принял на вооружение 2 новых тактических истребителя, что вызвало серьезную обеспокоенность НАТО. Большим из двух был Су-27 «Фланкер», а меньшим МиГ-29. Оба типа имели схожую общую конфигурацию с воздухозаборниками под фюзеляжем и двойным хвостовым оперением и отличались исключительной маневренностью. МиГ-29 был надежным и дешевым, ему не хватало совершенства американских истребителей, но это компенсировалось исключительными летными характеристиками и способностью действовать на более сложных аэродромах и выдерживать более суровое обращение. У него не было сложной кабины, но он был оснащен инновационными системами, включая дополнительные воздухозаборники над корнями крыла для защиты двигателя от мусора, а также инфракрасный датчик поиска и слежения в сочетании с лазерным дальномером. МиГ-29 в 1985 года был способен уничтожить большинство F-16 на расстоянии вытянутой руки, поскольку был вооружен ракетами средней дальности Р-27. У большинства F-16 не было ничего более мощного, чем ракеты Зайтвиндер малой дальности. Противники, приближающиеся к МиГ-29, столкнулись с практически непобедимым истребителем, вооруженным лучшей в мире ракетой класса «Воздух» малой дальности и беспрецедентной возможностью стрельбы off-bore shot, способностью поражать цели по широкому курсу, а не только прямо перед собой, которая активировалась на шлемной системе Lock and Shot, которая на Западе не было до 90-х годов. Его маневренность была захватывающей благодаря чрезвычайно мощным и выносливым двигателям и передовой аэродинамике. Его недостатками была малая дальность полета, плохой интерфейс человек-машина и дымящие двигатели. Примечательно, что первые МиГ-29 не имели системы электродистанционного управления. На 4-м месте McDonnell Douglas FA-18A Hornet. Hornet – американский относительно легкий истребитель, способный действовать с авианосцев. Мы поговорили с бывшим пилотом Hornet, который отметил, способность Hornet разворачиваться на месте была такой же или даже лучше, чем у любого другого самолета.
с которым не доводилось летать. Он также сказал: «Хорнет был превосходен в полете с высокой скоростью. Хорнет был лучше любого самолета, с которым я летал в маневрах High Alpha Flight». High Alpha Flight означает Nose Up Position, полет с поднятым носом на высоких углах атаки, что позволяет производить выстрел из пушки или ракеты в воздушном бою. В 1985 году FA-18 имел самую удобную в мире кабину, лучший многорежимный радар и лучшую маневренность на малых скоростях среди всех западных истребителей. В отличие от F-16, у него была современная ракета средней дальности Sparrow, что имело решающее значение. FA-18 установил новые стандарты для многоцелевых боевых самолетов, которыми Европа и Россия могли только завидовать. Его минусами были недостаточная дальность полета и относительно посредственные характеристики на высоких скоростях и больших высотах по сравнению с такими же самолетами, как американские McDonnell Douglas F-15 Eagle или советский Су-27 Flanker. На третьем месте Grumman F-14A Tomcat. Американский самолет Grumman F-14 Tomcat летал как с палуб авианосцев ВМС США, так и с наземных баз ВВС Исламской Республики Иран, что он и делает там по сей день. Это является наследием 70-х годов, когда Америка и Иран были друзьями. Самым заметным оружием F-14 была сверхдальняя ракета АИМ-54 «Феникс», которая могла уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км, по крайней мере теоретически. До операции «Воздух-воздух» он также оснащался ракетами малой дальности АИМ-9М и ракетами средней дальности АИМ-7М Sparrow, а также пушкой М-61. Главной проблемой F-14 были ненадежные двигатели Pratt & Whitney TF-30, которые были склонны к сваливанию и не обладали достаточной мощностью, чтобы максимально использовать возможности планера. F-14 также не был таким маневренным, как F-15 или Су-27. Однако в Ирано-Иракской войне F-14 оказались весьма эффективными. К 1985 году самый результативный пилот F-14 Джалиль Занди из ВВС Ирана сбил 7 иракских самолетов, включая Мираж F-1, Су-22, МиГ-21 и МиГ-23. F-14 были элитным истребителем ВВС Ирана и, как сообщается, уничтожили 160 иракских самолетов, в том числе 58 МиГ-23, 23 МиГ-21, 9 МиГ-25, 33 Dassault Mirage F-1, 23 Су-17 и 5 Ту-22, что делает его, возможно, самым результативным боевым самолетом в 80-х годах. На втором месте Су-27. После медленной фазы разработки Су-27 поступил на вооружение советских ВВС в 1985 году. По маневренности и выносливости Су-27 был лучшим истребителем 1985 года, даже превосходя F-15, особенно на более низких скоростях. Его маневренность была практически непревзойденной, а в сочетании с той же комбинацией шлем и ракета Р-73, что и у МиГ-29, он был бы практически непобедим в ближнем бою. У него была впечатляющая дальность полета, хотя при максимальном весе он не был особенно маневренным самолетом. Он также имел обширное вооружение, которое обычно состояло из 6 ракет средней дальности Р-27 и 2 ракет малой дальности Р-73, а также высокоточной 30-мм пушки. Еще одной системой, которую он разделял с МиГ-29, был комбинированный инфракрасный датчик поиска и сопровождения ИРСТ и лазерный дальномер. В то время ИК-навигаторы не были в моде в западных ВВС и обеспечивали советским истребителям преимущество в тихом пассивном обнаружении, позволяя Су-27 незаметно подкрадываться к вражескому самолету. В
1985 году Су-27 только поступил на вооружение и едва не занял первое место, поскольку еще не был полностью доработан. Ну и на первом месте. А кто же у нас на первом месте? Об этом вы узнаете, если вы подпишетесь на мой Бусти канал. Там я выкладываю все интересные видосики, которые не пропускает YouTube. И там же вы можете скачать себе миссии, карты и все прочее такое, то, что важно для ДКС. А на этом у меня, ребятки, все. И если вы ждете еще видосов, ну вы знаете, что надо делать. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши донаты и за ваши комменты. И если есть вопросы или если вы их найдете, то обязательно напишите, в чем я ошибся, что я сделал не так, что я рассказал не так и что у вас есть за информация. А на этом все. Всем пока.